Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Вы часто меня просите рассказать секретные подробности Зоны 51. Видео, которое у нас уже выходило, ссылка на него как раз висит сейчас наверху экрана. Наделало много шума. Все это время я искал новые секретные документы. Мои агенты анализировали сотни, если не тысячи различных документов, чтобы понять, где истина, а где вымысел. Но сейчас я наконец-то готов обнародовать страшные документы, касаемые реальной деятельности объекта Зона 51. Внимание, увиденное может вас шокировать. Поэтому, если вы не готовы, то лучше закройте видео и продолжайте жить своей обычной жизнью. В неведомье. В целях безопасности моего источника все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Толпа загромоздила целый проспект. Пестрая, безликая и многоликая одновременно. Агрессивная, требующая. Кое-где возникали более сдержанные островки, состоящие из молодежи, разодетой как хиппи, и пожилых людей, преимущественно бабушек с длинными седыми волосами, из природоохранных организаций и того же самого движения хиппи и протестных ассоциаций против любых войн. Перед камерой выступал крепкого вида дедок с густыми, как две косы, усами и такой же бородой. Мы не просим, мы в конце концов требуем и имеем на это право. Верховенство законов, демократии и свободного общества. Наше правительство не имеет права организовывать какие-то подпольные базы на территории США за деньги налогоплательщиков. Молоденькая девушка-репортер, до этого чувствующая себя неуютно, снимая беснующуюся толпу, стала ощущать себя немного более уверенно, слушая размеренную речь старика. «Вы считаете, что это для нашей общей безопасности?» Дед усмехнулся, за его спиной кто-то прокричал. «Если власти не отдадут нам пришельца, мы сами его возьмем!» А сам дед продолжил. «Совершенно не считаю. Я сам бывший военный и прекрасно знаю силы и возможности нашей армии. Мы свернем шею любому агрессору, как это уже было с Милошевичем, Хусейном и прочими. Мы требуем обнародовать все действия, которые производятся в Зоне 51. Дед поднял руку со сжатым кулаком вверх, и его жесту ответило многоголосие, набирающее силу и скандирующее «Зона 51». И так повторялось много раз. На фоне слитого крика раздавалось «Здесь нам Невада, а не Вашингтон!» или «Пустите делегатов внутрь зоны!» Начальник внутренних и внешних караульно-охранных постов сидел у центрального пульта, просматривал изображение с камер наблюдения, фиксировал свой взор на любых отступающих от нормы обстоятельствах, анализировал их и, приняв решение о безопасности, отводил взгляд. Краем глаза он просматривал репортажи из разных городов США, в том числе и из Лас-Вегаса. Люди взбесились и требовали обнародовать секретные протоколы и исследования, проводившиеся или до сих пор проводящиеся в Зоне 51. О, и этот придурок туда же. Начальник увидел, как на импровизированный помост, сгроможденный на бронемашину Брэдли, залазит командир оперативного штаба Национальной гвардии. «Граждане, в лице руководства штата Невада я хочу приветствовать вас». Из толпы разнеслось громогласное и агрессивное. «Да пошел ты нахуй, российская свинья! Хватай его, парни! Мы все знаем о вашей обосранной Зоне 51!» Тут же из толпы медленно, насколько можно, мягко, но навязчиво вывели человека с накинутым поверх покрывалом. Из-под покрывала высунулась рука чернокожего мужчины, покрытая волдырями, струпьями и белесыми гнойными пятнами. «Вот Ноэ, он все рассказал нам! Мы знаем все об опытах над людьми внутри зоны!» Вдруг из толпы в сторону бронемашины вылетела бутылка, пока что просто с недопитым пивом. Еще одна и еще. Двое бравых солдат вскочили на помост и увлекли за собой командира нацгвардии. Бронемашина начала разворачивать пулеметную башню, ломая деревянный настил. Толпа немного поумолкла, отхлынула назад, а бронемашина начала уходить в сторону переулка с центрального проспекта. Основные посты не снимались. На центральном пульте зазвонил телефон. Начальник караульной службы прикрутил громкость телевизора и взял трубку. «Центральный пост, слушаю». «Да, видел. Ничего не думаю, но обстановка накаляется. По всей видимости, в толпе работают грамотные провокаторы». «Так точно. Все подготовим за 24 часа». «Долго?» «Так точно. Постараемся уложиться в 12 часов».
Начальник караульной службы положил трубку, но тут же поднял ее и набрал номер внутренней связи. Бонкер, сейчас же собирай в конференц-зале 2-го уровня всех командиров и руководителей структурных подразделений. Понял? На все про все 10 минут. Что? Да плевать, что он скажет. Я отвечаю за безопасность. Хватай силком и волоки в конференц-зал. Персоналу ничего не объявлять. Пусть трудится пока что. Выполняй. С 5-минутной задержкой в конференц-зале 2-го уровня, небольшом помещении для оперативных и секретных совещаний, за столом сидело 7 человек. Кто-то из них был одет в медхалаты, пару человек в черной робе. Начальник караульной службы стал во главе длинного стола. Господа, я мистер Югансен. Вы все прекрасно меня знаете. Я отвечаю за безопасность всех проектов и Зоны 51 в целом. Поступило распоряжение, основанное на анализе разведданных. Необходимо подготовить базу к эвакуации, а в случае невозможности ликвидировать всю документацию и результаты экспериментов. Это распоряжение из центра. Начальник караула Югансен поднял палец над головой. Вперед выступил один ученый и сразу представился, сдержанно говоря и глядя на Югансена. В моей лаборатории более 50 человек штата. В настоящее время проводятся прорывные исследования. Как прикажете эвакуировать? Тут же голос подали остальные ученые. Повставали с мест, начали гомонить и размахивать руками. Молчали только техники. Им-то что? Собрали все опытные образцы в коробке и перевезли. А ученые, им было труднее. Но ничего, начальник караула улыбался, но в момент его глаза стали холодными. Он вынул табельный пистолет из поясной кобуры и разрядил почти всю обойму в бетонный потолок. Это успокоило всех. Я, кажется, сказал вам, что приказ об эвакуации курируется на самом верху. На подготовку 10 часов. Машина и специальные борта подадут через 5 часов. Югансен посмотрел на одного из техников, одетого в черную робу. Что за взлетной полосой и вертолетной площадкой? Техник кивнул головой. Работают в штатном режиме. Какой график планируется? Чтобы эвакуировать всю базу, потребуется не менее 4 грузовых чинуков. Кроме того, люди... Ваша задача — обеспечить работоспособность и все. Остальное не ваша забота. Я обеспечу охрану внешнего и внутреннего периметра, сопровождая общий процесс эвакуации. Первый доклад через 6 часов. Приступайте к обязанностям. Через 20 минут ученые разошлись по своим секторам, а начальник караульной службы вернулся на центральный пост, снова включил телевизор. На экране какой-то малоизвестный военный, скорее всего мелкая сошка из ВВС, пожимал руку представителю контактной группы, сформированной из наиболее оголтелых участников митинга. Рядом был давишний старик, который давал интервью девушке-репортеру, и все та же девушка-репортер декларировала. На данный момент достигнута предварительная договоренность о посещении пресловутой зоны 51 группой делегатов во главе с представителем контактной группы. Неужели правительство, молчавшее столько лет, наконец-таки готово открыть тайну зоны 51? Посещение запланировано через 13 часов с минуты достижения договоренности. С вами была Сандра Морфис, CNN. Начальник караула выключил телевизор и смотрел на мониторы внутреннего наблюдения. Ученые поторапливались, отдавали своим людям какие-то команды. Было видно по жестикуляции рук, что некоторым из них совсем все это не нравится, и на них кричат, не зная, за что хвататься, но в целом правильно воспринимает поставленную задачу. Блок подготовки живых препаратов работал в штатном режиме. Подопытные лежали на столах, часть из них находилась в колбах, заполненные формальдегидом. Препаратами были, попросту говоря, живые люди, которым многократно пытались присадить гены инопланетян, живых и неживых, доставленных сюда со всех концов США. Несколько особей были доставлены из Европы. Ученые вводили препараты в состояние искусственной комы и перегружали в автономные аппараты поддержания жизни, специальные колбы-модули, которые можно было транспортировать. Молодой врач подбежал к руководителю группы. «Мистер Саита, модулей всего 20, а испытуемых 36. Что делать?» «Подготовьте препараты на стадии завершения исследований, а остальных подготовьте к утилизации. Я доложу начальнику караульной службы, пусть и он занимается, это его работа. Список наиболее подходящих препаратов предоставьте мне через 15 минут. Активируйте автомат инъекций. Дождитесь полного порожнения колб с препаратом. Потом включайте аппарат распыления фреона.
Выждите контрольные 5 минут, простимулируйте током, если ответа не будет, готовьте гибрид к отправке. Все ясно. Молодой ученый в несуразных очках, лопоухий, отрывисто кивал головой. Он боялся этого места. Он боялся гибрида в громадном стеклянном кубе. Боялся своего начальника. Но каким-то образом сумел стать помощником при проведении испытаний. Состоял на должности и получал нехилую, я вам скажу, зарплату. Гибрид пребывал под воздействием мощных препаратов. Костистое рептильное тело покоилось на дне стеклянного куба, изредка вскидывая продолговатую голову, шипя и издавая пощелкающие звуки. Гибрид являлся первым прототипом, выведенным посредством генной инженерии. Гены рептильного инопланетного существа были внедрены в самки варана, которая смогла дать потомство. Гибрид был разумен и плотояден. Он часто смотрел с желтыми крокодильями глазами на помощника, молодого лопоухого ученого, и сладко облизывал свою кровожадную пасть. Так он сделал и на этот раз. По нелепой случайности, кнопка инъекционной обработки и кнопка разгерметизации кубической камеры располагалась поблизости на консоли. Молодой ученый, подавленный немигающим взглядом гибрида, нажал на кнопку разгерметизации. Начальник караульной службы слушал крик в телефон и оттягивал ворот от вспотевшей шеи. Волосы вставали дыбом. На фоне криков и боли и ужаса кто-то орал в трубку. Центральная лаборатория гибридизации, помогите, пожалуйста, особь вырвалась на свободу. Господи, помилуй, помогите! Голос оборвался криком боли. Начальник караула увидел на мониторе, как здоровенная 200-килограммовая особь раскидывает ученых, хватает их когтистыми лапами, сжимает. Одному из них, какому-то лопоухому дистрофику, особь просто оторвала голову. Нужно было действовать немедленно. Начальник караула подтянул к себе микрофон внутренней связи и консоль управления внутренними переходами. Набрав комбинацию, он наглухо закрыл отделение исследований стальной гермодверью. Но поздно. Особь уже была в коридоре. Первый и второй отряды изоляции, боевая тревога. Готовьте тяжелое вооружение, блокировать ответвление 5. Сама исследовательская база представляла собой громадное фортификационное сооружение, состоящее из центрального круга, разделенного на различные службы обеспечения. А от центрального круга лучами, коридорами ответвлялись лаборатории и исследовательские помещения. Каждый коридор блокировался автоматически. Начальник караула принял тяжелое решение, которое казалось ему верным – активировать автоматические огнеметные установки, которые просто зальют все помещение рекой горящего напалма, уничтожив людей вместе с особью. Люди и так были не жильцами. Последнее, что начальник караула Йоганссон увидел на мониторе наблюдения, повергло его в ступор. Здоровенная рептильная тварь стояла напротив гермодверей и тыкала пятерней оторванной руки руководителя лаборатории в сенсорную панель двери, пытаясь тем самым открыть ее. Замок срабатывал от прикосновения руки к датчику, считывая отпечатки пальцев и ладоней. Тварь знала это и пыталась использовать. В следующее мгновение сплошная стена огня уничтожила все в помещении. Трансляция изображения также прекратилась. Камера банально не выдержала температуры. Через час после назначенного времени контактная группа делегации входила на территорию базы 51. Группу сопровождали репортеры всех центральных телеканалов. Группе были продемонстрированы наземные цеха для ремонта самолетов, административные и технические сооружения. Были открыты даже подземные убежища на случай ядерной войны. Но ничего, кроме бетонных стен и устаревших консолей связи, никто ничего не увидел. Через сутки толпы митингующих стали покидать площади и проспекты городов штата. Тайна была открыта, и граждане США успокоились. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас. Ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.